Друзья, всем огромнейший привет! Если вы смотрите наши видеорецепты в YouTube и у вас возникнут трудности с доступом к нашему YouTube каналу, вы сможете нас найти на Яндекс.Дзене. Там наш канал называется так же, как и в YouTube, Мелисса Лив. Все ссылки будут написаны под видео. Переходите по ссылкам, подписывайтесь, чтобы не потеряться, это на всякий случай. Сегодня я буду готовить меню на семью из 4 человек, 2 взрослых, 2 детей на 1-2 дня. Все продукты берите из учета количества членов вашей семьи, вашего аппетита, а я в видео просто покажу, что из простых недорогих продуктов приготовлю я. Здесь у меня картофель и для жарки, и для супа. Сейчас я буду готовить жареную картошку. Картофель нарезаем так, как хотим. Я нарезаю такими брусочками. Самая вкусная картошка — это жареная в чугунной сковороде. Сковороду я уже поставила на газ. Сюда наливаю растительное масло без запаха. И теперь в хорошо разогретое масло я отправляю картофель. Конфорка у меня самая большая, огонь чуть меньше среднего. Как всегда, чем больше огонь, тем чаще все это нужно помешивать. Как только услышали, что картошка начинает шкварчать, так сразу все это нужно помешивать, переворачивать. Картофель я солю где-то за 5 минут до конца готовности картофеля. Ну и все, картошку жарим до красивой румяной корочки. Картофель можно жарить еще одним способом. Сюда же в картошку добавлять сразу репчатый лук и все это вместе обжаривать. Выбирайте по своему вкусу, и то и другое блюдо очень бюджетное. Пришло время теперь присолить картошку, подсаливаем ее по вкусу и приятного аппетита! К картошке я готовлю салат. Капуста у меня по весу 300 грамм. Это поздняя зимняя капуста, я ее очень мелко шинкую, и ее даже не пришлось мять руками. Всю капусту я подготовила, очень мелко я ее нашинковала. Теперь капусту перекладываю в удобную глубокую емкость. Беру морковь, она у меня большая, я возьму только половинку на 100 грамм и буду натирать ее на терке для моркови по-корейски. Так получается очень красивая такая стружка. Морковь отправляю к капусте. Сырую свежую свеклу я также натираю на этой же терке, тоже по весу 100 грамм. Все овощи сюда идут сырыми. Тоже получается такая красивая ровная стружка. К капусте и моркови я отправляю свеклу. Очистила один большой зубчик чеснока и выдавливаю его через чеснокодавилку. Сюда же к овощам я добавляю 2 столовые ложки растительного масла без запаха. Добавляем соль и сахар по вкусу. Пробуйте под себя, чтобы вам было вкусно. Черного молотого перца добавляю 1 щепотку. Уксуса 9% беру 1 столовую ложку. Уксус можно заменить на лимонный сок, столько же. 1 столовая ложка. А теперь нам остается хорошенечко перемешать наш салат. Изумительный, простой, полезный, вкусный салат обязательно приготовьте. Этот салат называется щетка. Беру несколько веточек петрушки и несколько стеблей зеленого лука. Все это я сейчас нарежу. Это у меня будет зелень для всех блюд. Такой салат можно присыпать зеленым луком, петрушкой. Но можно и не присыпать. Если такой салат не готовили, обязательно его приготовьте. Я думаю, что он вам понравится. Подготавливаю овощи для супа. У меня картофель, 3 штуки, я его нарезаю мелким кубиком. В кастрюлю я уже налила воды, вода стоит, прогревается. И сейчас еще этот картофель тоже измельчу и отправлю все в кастрюлю. Сейчас половину моркови натру вот на этой сырной терке. Морковь вслед за картофелем отправляю в суп. 1 репчатую луковицу измельчила. Луковица у меня большая, сейчас я фарш буду заправлять под оба блюда. Фарш у меня здесь свинина, нежирная часть, плюс куриное филе, и по весу его 500 грамм. В суп у меня уйдет фарша 200 грамм. Весь фарш я обязательно присаливаю, соль всегда добавляйте по своему вкусу. Черного молотого перца добавляю 2 щепотки и 1 щепотку приправы для шашлыка. Добавляйте свои любимые специи и приправы. Сушеного чеснока 1 чайную ложку с горкой. И теперь весь фарш хорошенечко перемешиваю. У меня фарш получился достаточно жидкий. Мне нужно сделать, чтобы он стал густым. Для этого его нужно хорошенечко отбить. Берем, поднимаем и ударяем его о емкость. Раз 50. И фарш станет совершенно другой консистенции. Еще в суп я добавлю 1 лавровый лист. И также сам суп я подсаливаю. Беру 2 часть моркови и натираю ее на крупной терке. И сразу же ставлю сковороду разогреваться на газ. Морковь готова. Масло я налила сюда, пару столовых ложек, и отправляю сюда уже в горячее масло морковь. Кто-то, когда варит суп, делает всю зажарку и все это добавляет в суп. Я же часть добавляю сырой, свежей моркови и часть в зажарку. Морковь мы будем жарить до золотистого цвета. Тем временем уже вскипела вода, суп варится. Сами фрикадельки можно лепить руками, но если нет времени, можно упростить себе задачу. Берем маленькую кофейную ложечку, аккуратно формируем шарик и отправляем этот шарик в кипящую воду. Фрикадельки получаются достаточно ровными и никакой возни.
Не забываем помешивать морковь, чтобы она не сгорела. В суп я положу буквально 1 столовую ложку этой моркови. Кто-то делает пассировку из лука и моркови и добавляет все это в суп. Это все по желанию и по вкусу. Остальную часть этой моркови у меня уйдет в следующее блюдо. В суп кладу 1 столовую ложку моркови обжаренной. И сюда я уже добавила измельченные стебли петрушки. Супы мы не любим густые и не любим, когда уже совсем вода. Беру манной крупы 1 столовую ложку без горочки. При постоянном помешивании супа всыпаю сюда тонкой струйкой манку. Все хорошенечко размешиваю. Теперь обязательно пробуем на соль. Лавровый лист лучше всего достать сейчас и выбросить. Добавила сюда уже зелень. И суп наш готов. Вот этот остаток фарша, который у меня был заправлен для обоих блюд одинаково. По весу его здесь 300 грамм. Еще я промыла риса полстакана. Стакан у меня на 250 миллилитров. И рис добавляю к фаршу. Запассерованную морковь добавляю сюда же. Зимой, когда я покупаю зелень, никогда не выбрасываю стебли. Они достаточно плотные, но они очень ароматные. Здесь у меня стебли укропа, и я их сейчас добавлю сюда же. Это блюдо готовится достаточно долго, и сюда можно отправлять все жесткие такие части: стебли, укроп, петрушка, любую другую зелень. И все это успеет приготовиться. А блюдо будет очень ароматным. Я уже как-то показывала в своих видео, как я сохраняю томатную пасту при помощи заморозки, чтобы она не портилась. У меня здесь 1 столовая ложка томатной пасты. В таком вот виде я храню томатную пасту. Всю лишнюю томатную пасту, либо томатный соус, который у меня остается, я перекладываю в большой какой-то пищевой пакет. Тонким таким слоем распределяю внутри пакета. Беру ложки, разделяю на квадратики, либо прямоугольники нужного мне размера. Снизу подкладываю доску, все это отправляю в морозилку. Как только все это замерзает, можно разломать на небольшие кусочки. И вот так прям в пакете все это хранить в морозилке. По надобности достаем, ничего не портится. Безотходное производство, как говорится. Морковь горячая и томатная паста мгновенно разморозилась. Все это теперь перемешиваю. Беру немного муки на подпыл. Буквально 2-3 столовые ложки. Сами тефтели я большими делать не буду. Буквально 1 столовую ложку. Все это хорошенечко обваливаю в муке. Сразу же ставим прогреваться сковороду, в которой все это будем готовить. Капаем туда растительное масло без запаха, чтобы оно прогрелось хорошенечко. Тефтели придаем нужную форму. И в хорошо разогретое масло отправляем все это обжариваться. Все обжарилось с одной стороны, теперь переворачиваю на вторую. После того, как я обваляла тефтели, у меня здесь осталось буквально около столовой ложки муки. Ничего выбрасывать не буду. Залью это все половиной стакана холодной воды и отправлю к тефтелям. Накрою все крышкой, все это тушим до готовности мяса. Свинина готовится минут 40. Тефтели, ежики готовы, все это присыпаю зеленью. Рецепт очень простой, все, думаю, знают. Вот так из небольшого количества фарша можно спокойно приготовить 2 блюда. Снова накрою крышкой, пусть все стоит и остывает под крышкой. Как говорится, у меня 1, 2, 3 и компот. Сейчас я делаю выпечку. Масло я подтопила в микроволновке, оно мягкое, по весу его 50 грамм и жирность 82%. Можно брать чуть меньше, 72,5, например. И все получится. У меня пачка творога, я ее разделю на 2 части, мне нужно только 100 грамм. Ванилина, пару щепоток. Обязательно соль, 1 щепотку, можно даже 2. Если нету кухонных гаджетов, тогда творог можно просто протереть через сито. И далее протертый творог соединить со всеми теми ингредиентами, которые я показала в начале. Перемешать ложкой, и эффект будет тот же. И перекладываю в глубокую емкость. К 100 граммам муки я добавляю 1 чайную ложку разрыхлителя теста. Теперь все перемешиваю. Как только стало туго все это замешивать, так сразу же начинаем вымешивать рукой. Муку сюда добавляем. У меня ушло где-то 120-130 грамм. Обязательно смотрим на консистенцию теста. Да, творог не берите мягкий, берите обычный творог, чтобы он был не жидким, потому что придется добавлять гораздо больше муки. На консистенцию теста обратите внимание, такая как видео, так и должно получиться у вас. Это творожное тесто не должно быть очень таким липким, но не должно быть очень плотным. Среднее. Тесто руками вымешивается очень быстро, буквально минута-2 и все готово. Тесто раскатываем в такую колбаску, ее приминаем и эту колбаску раскатываем по ширине. Далее беру 2 столовые ложки сахара и присыпаю сахаром тесто. Сахар вкатываю скалкой и тесто скручиваю в такой жгутик. Делю эту колбаску на равные части. Духовку я уже поставила разогреваться до температуры 180 градусов. При этой же температуре и будем выпекать. Время зависит от вашей духовки. Главное не передержать, чтобы все это не превратилось в такие коржики, но и пропеклось. Все я выложила на пергаментную бумагу и отправляю в духовку. А теперь варю компот. Здесь будет одна такая небольшая хитрость.
Ягоды вообще берем по вкусу. У меня замороженная клубника. Заранее я уже поставила в кастрюлю воду, чтобы вода закипела. Как только закипела вода, добавляем сюда по вкусу сахар. Я не люблю приторно-сладкие компоты, но не люблю кислые, люблю такие средние. Сахар всыпала, теперь все здесь хорошенечко перемешиваю, чтобы сахар побыстрее растаял. И за это время вода снова закипает. Вода снова вскипела, и теперь в сахарный сироп я отправляю ягоды. Именно по такому способу варки компота он будет похож не на компот, а на магазинный сок. Таким же способом варим компот из любых ягод и фруктов. Как только опустили ягоды, я сейчас накрою крышкой, чтобы здесь все побыстрее закипело. И снова, как вода закипела, прокипело все это 1 минуту, выключаем, даем настояться. Яркий, красивый, ароматный, вкусный компот готов. Мои дети обожают компоты. Но и в зиму у меня всегда большие заготовки ягод. Попробуйте сварите компот по такому рецепту, я думаю, что вы оцените. Готовы творожные трубочки, очень ароматные, вкусные. Готовка еды на семью на 1-2 дня. Вот так выглядит. Все готовится очень быстро, просто. Количество продуктов рассчитывайте под свою семью, количество членов семьи, аппетит. Я приготовила из самых простых доступных продуктов. Если вам понравилось видео, нажимайте лайк, поделитесь ссылкой на это видео со своими друзьями в любые соцсети, я вам буду за это очень благодарна. А сами нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить выход новых видео и узнать об этом первыми. Всем спасибо за просмотр, за комментарии, всем удачи, до новых встреч и всем пока-пока!